Ее к тебе безумно тянет. Кого же? Давайте-ка разбираться, мои любимые мальчишки. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. У кого-то мне показано сейчас пауза в жизни, крутые перемены, дикая боль связана с женщиной. Ну, все проблемы от женщин, да, ребят? Наверное, вы сейчас все так дружно и подумали. Напишите в комментариях. Женщина, которая причинила дикую боль, женщина, которую вы считали своей судьбоносной дамой, хотя вы выпали императором. На самом деле императоры не плачут, но не в вашем случае. Вы могли и ночью, там, либо же, когда вас никто не видит, пускать скупую мужскую слезу, да. Вы могли закрываться, либо сейчас закрываетесь от коммуникации, либо же вам не хочется, вы стараетесь по минимуму общаться с людьми. Это может быть дом-работа, когда ничего не хочу, никого не хочу не видеть, не слышать. Особенно если у кого-то проигрывается недавнее такое, развод, расход, да, вот если вы расстались, разъехались, разошлись. Женщина, которая действительно, она казалась вам, я не знаю, богиней, наверное. Вы считали, что она по судьбе, вы настолько много строили планов на жизнь с ней, на отношения. Может быть, у кого-то детки были, кто-то планировал детей, но не сложилось, да, вот не успели просто, может быть, банально. Женщина действительно красивая, харизматичная, есть в ней что-то такое, что заставляет мужчин оборачиваться. Вот какая-то, знаете, таких женщин могут еще ведьмами называть. Вот такая она притягательная. Есть в ней какая-то загадка, таинство. Вы, конечно, тоже повелись на это. Женщина, любящая комфорт, женщина, любящая себя, любящая деньги, все, что с ними связано. Она вообще такая приземленная. Может быть такая холодная, может быть эмоционально какая-то отстраненная периодами, да, то есть она не давала вам тепла, но вы на нее молились, вот какой бы она ни была, она вам казалась, лучше всех, круче всех, красивее всех, но здесь есть, вот у нее по жизни очень четкий такой трезвый расчет, да, вот она рассчитала и всю жизнь с вами, она рассчитала, вот вы ей будете выгодны или невыгодны, когда что-то пошло не так, она пошла. Опять же, давайте вот сейчас уточним. Направо, налево, ужасно, вы гляньте. Она любит деньги, причем она любит большие деньги. Я почему так остановилась? Это, скорее всего, я сейчас даже говорю тем, кто не может ее отпустить, потому что такие среди вас есть. И достаточно часто, кто меня смотрит, ежедневно, вы замечаете, что в сигнификации выпадает, да, что вот если вы ее не забыли, не отпустили, пора уже с этим завязывать, ребят, как бы это тяжело не было. Потому что кроме себя и денег женщина не любит никого. А вы ради нее поставили свою жизнь на паузу, вы себя чуть ли не в заточение готовы отправить, да, потому что, жизнь реально без нее могла остановиться. У кого-то сейчас могут проигрываться, снова десят, вы посмотрите. У кого-то сейчас может быть финансовые проблемы, причем очень сильные. И опять-таки нам показано, что, ребят, на вас возможно магическое воздействие. У кого интересует эта тема, на диагностику негатива, на чистку приглашаю, телефон под видео. Но эта тема очень серьезная. И, кстати, у кого-то из вас, да, у кого резонирует, может быть сейчас реально либо черная полоса, либо же вот как раз проблемы с работой, с финансами. Вот как будто вся жизнь идет под откос. Возможно, даже с исчезновением женщины, да, вот оно как-то все так сошлось с отсутствием мотивации. Вот вы с ней расстались, да, и все пошло не так, все пошло наперекосяк. У кого-то из вас могут быть серьезные проблемы по здоровью после разрыва, либо же сейчас вы можете быть не в самом лучшем своем состоянии. Вот
когда, знаете, я это называю выжатый лимон. Ну просто какая-то апатия, бессилие такое, ничего не хочется. Причем вот эта ситуация у вас тоже могла быть предначертана по судьбе. Кто не понимает, как это, ну то есть это свыше, да, вот некоторые еще говорят, что есть книга судьбы. Верите вы в это, не верите, это личное дело каждого. Но вот вам с этой дамой был предначертан определенный срок. У кого-то это 10 лет, у кого-то 5, у кого-то год. То есть вот больше вы никак не смогли бы с этой женщиной прожить. Ну, конечно, если на ком магия, да, то это совершенно другая история. Но вариант судьбоносности здесь очень и очень большой. Так, что еще? Давайте коротко посмотрим. Вам так хочется любви, а с другой стороны вы боитесь этой любви. Посмотрите, очень четко показано, что, возможно, даже у кого-то из вас есть женщина, которая вам симпатизирует, вот в вашем круге общения, да, вот сейчас мы как раз и посмотрим, у нас и тема расклада, кого тянет безумно к вам. Но вы можете отгонять всех женщин, вы можете внутренне противиться, и либо же замечать эту женщину, ну как-то ну, так, дистанцироваться, деликатно как-то ее отталкивать, так культурно. Потому что не готовы. Опять же, у кого-то проиграется, что вы но не отпустили бывшую, вот не отпустили, вот через дикую боль, а вы ее помните, вы все равно, вот это не значит, что вы хотите помириться с ней, это значит, что вы ее просто внутренне не забыли, не отпустили, а это очень-очень важный момент. Я как психолог уже много раз в своих видео рассказывала, что у мужчин, ну такова психология, это не я придумала, что если у вас в душе, в сердце еще живет одна женщина, вот вы думаете о ней, пересматриваете фотографии, там, переписки, соцсети, неважно. То есть вы мысленно возвращаетесь к ней в любом случае, то вы, значит, не отпустили эту женщину. И пока вы не освободите свое сердце, вы не сможете полюбить другую. Это просто мужская психология, ребят. Это вам материал для размышлений. Чем больше вы будете думать о бывшей, тем больше вы будете оттягивать свои новые, может быть, и счастливые отношения. То есть вы задерживаете приход любви в вашу жизнь. Итак, погнали. Кого же тянет к вам, да? Кого же тянет к вам? Да, действительно, вот у многих проиграется, что вы не замечаете даже. Вот своей боли, у кого сейчас вот такой период, да, может быть, не отболела, либо острая боль, действительно, вы не замечаете. Так, у тех же, у кого уже более-менее устаканилось внутреннее состояние, вы заметили, я думаю, кто-то из вас уже точно заметил, что женщина в вашем окружении может оказывать какие-то знаки внимания, проявлять какую-то заботу, теплоту, нежность. Это не обязательно там стреляние глазками, хотя здесь и флирт, здесь у всех по-разному может проиграться. Но вы это чувствуете. Вот вы как мужчина, да, вы чувствуете, вы прекрасно понимаете, что по женщине, по ее каким-то знакам, действиям, даже по словам иногда. Вы умеете, кстати, читать между строк. Вы очень наблюдательный человек, достаточно умный и просекаете очень быстро, какая женщина к вам неровно дышит. Поэтому те, кто заметили, я думаю, что вы не будете бросаться в омут с головой. Вы наоборот включите, либо уже включили рационализацию, вы начинаете взвешивать, да, насколько хороша эта женщина. Вы можете не спешить с ней сближаться, да, вы можете как-то осторожничать, опять же, это говорит ваша боль из прошлого. Вы не будете торопить события, вы можете, кто-то либо уже общается, да, либо у кого-то проиграется, что в ближайшее время вы начнете общаться с этой женщиной, от которой почувствуете некую такую прям активность в ваш адрес.
Еще раз повторюсь, у каждого это будет своя активность. Кому-то она может в интернете написывать, кому-то это может быть действительно, она будет некую заботу проявлять. Давайте уточним, где вы можете с ней пересекаться. Но опять же, это общий расклад, ребят, приблизительно, где вы можете пересекаться. Я не скажу, что это по работе. Вы можете, кстати, быть даже, ну, как бы жить на расстоянии, но пересекаться в каком-то определенном месте. Это может быть по-разному. Магазин, парикмахерская. Вот больше мне идет это какие-то вот финансовые действия. Может быть, вы заходите к ней, я не знаю, в банке периодически там расплачиваться за коммуналку. Может быть, это продавец в магазине. Может быть, это доктор, там, ну, я не знаю, миллион вариантов может быть. Но вы постоянно с ней не коммуницируете. У кого-то чаще, у кого-то меньше. Но пересечение вот связано, вот, ну, скорее я склоняюсь к финансовым каким-то манипуляциям. Смотрите, эта женщина вам может еще кому-то показаться достаточно такая, вот вроде бы она и проявлять будет, либо уже проявляет какую-то симпатию, какие-то знаки к вам. Но почему-то она вам, может быть, в силу вашего внутреннего состояния, она будет казаться вам, ну, такая слишком то ли с характером. Может быть, у нее суровый такой внешний вид, да, вот она может и улыбаться, и какую-то заботу, внимание к вам проявлять. А вы будете смотреть и думать, блин, ну что ж ты такая серьезная, да? И вас это кого-то, опять же, не всех ребят, я просто разные нюансы говорю, чтобы вам немножко так помочь, натолкнуть, чтобы вы поняли, кто это. Можете пугаться. Женщина может даже быть воздушного знака зодиака. У кого-то может проиграться, кстати, что она в государственных каких-то структурах работает. Ну и достаточно так может сдержанно держаться. Она на самом деле такая женщина с характером, но просто вы ей понравились. Так, что она еще от вас хочет? Да, вот, ну вы нравитесь, ну и что дальше? Ну и, конечно, хочется отношений, любви, тепла. Смотрите, еще какая будет ситуация. Она начнет проявляться, да, все активнее и активнее. Но тут такой момент, если вы в силу своего какого-то, ну, либо же нежелания, внутреннего состояния, которое, ну, абсолютно, допустим, на тот момент не будет располагать какой-то романтики. Она может на какой-то период от вас отвернуться, потому что не увидит взаимность. Ее это обидит, она засомневается, правильно ли она поступает. Может быть, она посчитает, что, может быть, она вам не понравилась, да, вот будет считать вас, ну вот, раз он такую жесткость, холодность проявляет, значит, я ему не нравлюсь, да, там, либо же у него кто-то есть. Ну, то есть она засомневается, может отстраниться, отдалиться, но потом она все-таки все равно начнет проявляться. Вот она не выдержит долго без коммуникации с вами. Причем у кого-то из вас, ребят, появляется вот еще одна дама с Амстердама. И получается вот одна холодная, вторая огненная. Вот вторая, мы сейчас давайте посмотрим, что это за вторая дама у нас выпала. Это более яркая, она может быть даже моложе, харизматичная, сексуальная. У нее может быть даже энергетика такая супер секси, манкая. В ней что-то такое притягательное будет. Что это за женщина? Эта женщина, она, кстати, тоже вам симпатизирует. Вот я бы выделила даже две. Она либо сейчас, либо у кого-то проиграется, что будет симпатизировать, начнет проявляться. У всех это будет по-разному. Не забывайте, это общий расклад. Вот к этой женщине, которая про секси, у вас как-то больше потянется душа. И у вас это будет обоюдно. Я даже не могу сказать, что вот она начнет активничать. Если вот в первом случае, да, вот эта вот стальная леди, которая может быть с виду такая, если она будет больше проявляться, то это настолько источает такую энергию, такое какое-то, я даже не знаю, харизму, что ли, ну как точно как роковая женщина. Здесь у вас может пойти все в унисон.
Ну да, она заприметила вас, но она держит марку. Вы ей тоже, конечно же, нравитесь. Вы безумно ей нравитесь, ее тянет к вам. Но это уверенно, это знает, что вот я хорошенькая, я красоточка, да? Э, Вот захочешь, заметишь меня, да? Ну, то есть от нее идет такой посыл. э, Да, ты мне нравишься, но бегать я за тобой, дорогой, не буду. Понимаете, о чем? И вот именно это ее какая-то, может быть, сдержанность такая. Хотя, конечно, ну, здесь будет распирать от страсти. Здесь женщина, ну, которая идет по улице, и, наверное, здесь все мужчины оборачиваются ей во след. Ну, вот бывает, вы знаете, бывает такая, то ли это энергетика, ну, что-то такое. Бывает даже, что и женщина не особо и красивая, а ты не можешь оторвать от нее взгляда. Так вот, это из-за этой истории. Поэтому здесь у вас как-то вот пойдет все, вот вы пересечетесь с этой женщиной. А давайте сейчас уточним, вы с ней вообще часто пересекаетесь или нет? Да, вы пересекаетесь, вот здесь может быть даже по работе. Здесь может проиграться, что какие-то рабочие моменты, опять же, по дороге на работу, по дороге с работы. Здесь все, что касается работы, командировки, поездки, то есть здесь все связано с работой. Здесь могут быть небольшие пересечения, она думает о вас, ее тянет к вам, но, как я уже сказала, активничать она не будет, потому что, ну, она знает себе цену. Вы, в принципе, сами к ней потянетесь, либо уже заметили эту женщину. Да что ж такое, мужчины? У вас еще одна женщина. Ну, третью мы уже не будем рассматривать, потому что это из прошлого. Это дамочка из прошлого. Это с которой у вас разрушение. Здесь, конечно, вообще трындец. Здесь предательство было. Ее тоже безумно тянет к вам, потому что человек понимает, что без вас жизнь не жизнь. Здесь жизнь не мила. Здесь все хреново. Здесь она ушла в кризис. Здесь понимает, что с вашим разрывом как будто вот вся жизнь просто разрушилась. Да, все пошло не так. И человек уже даже жалеет про то, что изменила. Но она как будто сейчас на распутье стоит, да? Что ей делать? Она абсолютно... Ей уже даже кекс не в радость. Вот ее уже не тянет ни гулянки, ничего ее не тянет, ничего ее не радует. Она думает, как бы вырулить из этого кризиса, который на нее навалился со всех сторон. Ей снова хочется стать любимой, ей хочется снова, вот вашей бывшей, смотрите, ей снова хочется, чтобы вы ее любили как раньше, но как раньше уже не будет. Пока она этого не осознала, но ее безумно тянет к вам, безумно тянет в те ваши отношения, которые когда-то были, в те хорошие отношения, которые когда-то были. Но шансы здесь очень и очень маленькие, что вы ее примете назад. Поэтому, мои дорогие, в принципе, женщины вами интересуются. Я описала несколько ситуаций, примеряйте, кому что подходит, да, страстная, холодная, бывшая, в общем, на любой вкус. Поэтому с кем уже быть, либо же оставаться в холостяках, да, это будете решать, конечно же, вы сами. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!